Вы стоите на своей кухне, открываете очередной пакет сухого корма и слышите это знакомое, требовательное мяуканье. Для вас это просто привычный ритуал, часть ежедневной рутины. Но для вашей кошки этот момент самый важный в сутках. Правда, которую не всегда осознают владельцы, заключается в том, что обычный сухой корм– это лишь база, которая просто поддерживает жизнь вашего кота, но не обеспечивает его настоящее процветание или лучшее состояние здоровья. Каждый день, когда вы ставите эту миску, организм кошки молча расплачивается за те дефициты, которые возникают при таком питании. Секрет в том, что продукты, способные преобразить здоровье вашего друга, стоят почти ничего и, скорее всего, уже есть у вас на кухне. Вам просто нужно знать, что именно добавить и как это использовать, а первые результаты могут появиться уже через 7 дней. Сегодня мы разберем 13 мощных добавок и одно фундаментальное изменение, которые могут изменить жизнь вашей кошки. Секрет 1. Золотой стандарт яичный желток. Первый продукт, который вы можете добавить уже сегодня, это сырой или слегка приготовленный яичный желток. Промышленный кошачий корм обрабатывается при экстремально высоких температурах. К тому моменту, как гранулы попадают в миску, значительная часть аминокислот, жирных кислот и натуральных витаминов уже разрушена. Один желток, добавленный в еду дважды в неделю, восполняет этот пробел. Желток – это настоящая биохимическая лаборатория. Он содержит полноценный белок, натуральные жиры и жирорастворимые витамины А, Д, Э и К. Кроме того, он богат холеным веществом, которое напрямую поддерживает работу печени, мозга и процесс восстановления клеток по всему организму. Уже через 30 дней вы заметите, что шерсть стала мягче, линька замедлилась, а на свету появился блеск, которого вы раньше не видели. Важное предупреждение. Используйте только желток. Сырой яичный белок содержит авидин-соединение, которое связывает биотин и сводит на нет всю пользу, которую вы пытаетесь принести. Желток должен быть из надежного источника, без соли и масла. Это простая инвестиция в кожу, энергию и общее состояние вашего питомца. Секрет 2. Спокойный кишечник. Тыквенное пюре. Красивая шерсть теряет смысл, если кишечник кошки работает со сбоями, накапливая шерсть и замедляя пищеварение. Второй ингредиент, который должен стоять у вас в шкафу, это обычное консервированное тыквенное пюре. Оно тихо и эффективно справляется с шерстяными комками, запорами или дискомфортом после еды. Секрет тыквы в растворимой клетчатке. Она работает в двух направлениях. Впитывает лишнюю воду при слишком быстром пищеварении и добавляет нужный объем. Движение при слишком медленном. Это помогает вывести проглоченную шерсть через пищеварительный тракт до того, как она превратится в плотные комки, заставляющие кота надрывно кашлять по ночам. Кроме того, тыква питает полезные бактерии в кишечнике. Здоровый микробиом означает, что кот будет лучше усваивать питательные вещества из любого корма, который он ест. Добавляйте половину или целую чайную ложку прямо во влажный корм или смешивайте с теплой водой поверх сухого. Начинайте с малого, чтобы кишечник успел привыкнуть. Большинство кошек даже не заметят разницы. Секрет 3. Омега-3. Маленькая сардина. Раз в неделю добавьте в миску одну маленькую сардину в воде. Важно, чтобы она была без масла, соли или приправ. То, что эта единственная рыбка делает с организмом кошки, со временем не воспроизведет ни одна формула сухого корма. Сардины – богатейший природный источник жирных кислот омега-3, ЭПА и DHA в формах, которые кошачий организм умеет использовать максимально эффективно. Это работает сразу на нескольких уровнях. Суставы, снижается воспаление, что особенно важно для пожилых кошек. Они начинают прыгать активнее и меньше медлят перед тем, как куда-то взобраться. Мозг,
Поддерживаются нейроны, отвечающие за память, осознанность и настроение. Сердце. Укрепляется сердечно-сосудистая система изнутри. Кожа. Улучшается состояние шерсти и уменьшается перхоть, которая часто накапливается у кошек на сухом рационе. В отличие от капсул рыбьего жира, которые могут прогоркать на полке, сардины дают омега-3 в самой полноценной и биодоступной форме. Раз в неделю, и ваш кот почувствует разницу уже через несколько недель. Секрет 4. Эликсир жизни костный бульон. Многие владельцы просто выливают это сокровище в раковину, не зная, что костный бульон способен преобразить еду. Налейте 1-2 столовые ложки простого несоленого бульона поверх корма, и даже самые привередливые едоки доедят миску до конца. Бульон богат коллагеном, глюкозамином, глицином и хондроитином соединениями, которые амортизируют суставы и сохраняют эластичность связок. С возрастом именно эти вещества пытаются восполнить дорогими таблетками, но бульон кошка съест сама и с удовольствием. Также бульон поддерживает детоксикацию печени. Аминокислоты глицин и пролин помогают печени бесперебойно перерабатывать токсины из еды, лекарств и окружающей среды. Еще одна критическая польза – гидратация. Кошки от природы пьют мало, а сухой корм держит их в состоянии легкого хронического обезвоживания. Костный бульон исправляет это с каждым приемом пищи. Главное условие – он должен быть абсолютно без соли, лука и чеснока, которые токсичны для кошек без исключений. Секрет 5. Облигатный хищник курица и индейка. Кошки облигатные плотоядные. Весь их организм построен вокруг животного белка, и никакой растительный ингредиент не может полноценно его заменить. 1-2 столовые ложки простой вареной курицы или индейки без приправ 2-3 раза в неделю дают кошке. Именно то, для чего создан ее метаболизм. Свежий белок обеспечивает кошку натуральным таурином. Это вещество критически важно для здоровья сердца, зрения и репродуктивной функции. В промышленном корме таурин часто добавляют искусственно, но из настоящего мяса он усваивается лучше. Мясо также поддерживает мышечную массу, что особенно важно для пожилых кошек. Потеря мышц происходит тихо, но наносит серьезный ущерб обмену веществ. Крепкие мышцы означают лучшую подвижность и более долгую жизнь. Кроме того, кошки едят настоящее мясо с такой сосредоточенностью и удовольствием, какой вы никогда не увидите при кормлении обычными гранулами. Секрет 6. Пробиотики козий кефир. Большинство кошек не переносят лактозу, поэтому обычная молочка вызывает проблемы. Но козий кефир – другое дело. Процесс ферментации расщепляет большую часть лактозы, поэтому его обычно хорошо переносят даже чувствительные питомцы. Козий кефир содержит гораздо более широкий спектр живых пробиотических штаммов, чем йогурт. Эти пробиотики активно заселяют кишечную стенку, восстанавливая защитный барьер. Крепкий барьер – это меньше токсинов в крови, меньше воспалений и более сильный иммунитет. Если ваш кот принимал антибиотики, козий кефир – один из самых эффективных способов восстановить микробиом. Он также дает легко усвояемый белок, кальций и витамин А. Начинайте с четверти чайной ложки и постепенно увеличивайте порцию. Секрет 7. Суперфуд для шерсти вареный лосось. Если вы хотите, чтобы шерсть кошки была невероятно мягкой, добавьте в рацион небольшой кусочек вареного лосося раз в неделю. Лосось – источник омега, 3 жирных кислот ИПА и ДHA, которые кошки не могут эффективно вырабатывать сами. Эти кислоты работают на клеточном уровне, снижают воспаление в суставах, поддерживают когнитивные функции и защищают сердце. Уже через 3-4 недели еженедельного употребления лосося изменения становятся заметными. Шерсть начинает иначе отражать свет, перестает шелушиться кожа, а текстура ворса заметно смягчается. Правило безопасности. 1. Всегда вареный, сырой лосось несет паразитарный риск, специфичный для кошек. 2. Без костей. Вареные кости раскалываются на опасные осколки. 3. Без приправ.
Никакого масла, соли или специй. 4. Раз в неделю. Слишком много рыбы может нарушить баланс питательных веществ со временем. Секрет 8. Витаминная бомба – пюрированная печень. Печень – один из самых питательно насыщенных продуктов на планете. Она дает биодоступное железо, медь, витамин В12, фолат и витамин А в активной форме. Это то, что отвечает за выработку энергии, образование эритроцитов и работу иммунной системы. Кошки с дефицитом этих веществ часто кажутся вялыми, имеют тусклую шерсть или сниженный аппетит. Небольшое количество вареной печени раз в неделю устраняет эти скрытые пробелы. Критическая доза – печень настолько богата витамином А, что при избытке может вызвать токсичность. Используйте всего четверть или половину чайной ложки раз в неделю. Большинство котов находят вкус пюрированной печени просто неотразимым, что делает ее отличным средством для привередливых едоков или восстанавливающихся. Кошек. Секрет 9. Инстинктивная потребность кошачья трава, небольшой горшочек свежей пшеничной или кошачьей травы удовлетворяет глубокую инстинктивную потребность домашней кошки. Клетчатка в траве помогает мягко выводить шерсть и позволяет коту при необходимости срыгнуть, что является здоровой биологической реакцией, а не проблемой. Трава дает хлорофилл с мягкими детоксицирующими свойствами и фолиевую кислоту, которую кошки активно ищут в природе для производства эритроцитов. Кошки, имеющие доступ к траве, демонстрируют меньше тревожности и реже жуют токсичные комнатные растения. Это самый дешевый способ сделать жизнь вашего питомца спокойнее. Секрет 10. Усилитель вкуса пищевые дрожжи. Если ваш кот привередливый едок, попробуйте щепотку пищевых дрожжей, около 1,8 чайной ложки. Они обладают пикантным вкусом умами, который кошки находят почти магическим. Большинство хозяев замечают, что коты начинают доедать порции, которые раньше бросали на полпути. Помимо вкуса, дрожжи богаты комплексом витаминов группы В, бодин, В2, В3, В6, В12, необходимых для нервной системы и обмена веществ. Они также содержат бета, глюканы, поддерживающие иммунитет на клеточном уровне. Убедитесь, что используете именно пищевые дрожжи в виде желтых хлопьев, а не хлебные или пивные, у них разные свойства. Секрет 11. Антиоксидантная защита морковь и тыква. Небольшое количество 1-2 чайные ложки вареного и тщательно пюрированного овоща. Моркови или тыквы дает кошке антиоксиданты, нейтрализующие свободные радикалы. Это тихая защита против клеточного старения и воспалений, которая накапливается годами. Эти овощи также удерживают влагу, что критически важно для кошек на сухом корме. Обязательно варите и пюрируйте их, так как кошки не могут эффективно переваривать сырую растительную массу. Без соли и приправ просто добавьте это во влажный корм, чтобы текстура исчезла. Секрет 12. Стоматолог от природы мясные кости. Зубной камень накапливается у кошек каждый день, и сухой корм почти не очищает зубы. К 3 годам у большинства кошек развивается зубная болезнь, которая негативно влияет на сердце, почки и печень через постоянное воздействие бактерий. Решение – механическое жевание сырых или сублимированных мясных костей, например, куриных шеек. Сам процесс жевания мягкой ткани и хряща механически очищает поверхность зуба, добираясь до мест, которых не касается сухой корм. Это также дает природный кальций, фосфор и хрящ для суставов. Золотое правило – кости должны быть только сырыми или сублимированными. Вареные кости раскалываются на острые осколки и смертельно опасны. Всегда наблюдайте за процессом жевания в первые несколько раз. Секрет 13. Самое важное – питьевой фонтан. Это не продукт, но это самое важное дополнение, которое может спасти вашу кошку от хронической почечной недостаточности болезни, которая убивает кошек чаще всего. Кошки эволюционировали как пустынные животные с низкой жаждой. На сухом корме
Они живут в состоянии легкого хронического обезвоживания, которое год за годом нагружает почки. Замените обычную миску на фонтан с фильтром. Кошки биологически тянутся к текущей воде, так как в природе она безопаснее стоячей. Фонтан запускает этот инстинкт, и большинство котов резко увеличивают потребление воды. Больше воды означает лучшую фильтрацию почек, меньшее накопление токсинов и снижение риска образования кристаллов и смертельно опасных закупорок. Используйте чистую фильтрованную воду, чтобы не нагружать почки хлором и тяжелыми металлами из-под крана. Ваша кошка полностью зависит от вашего выбора. Каждый из этих 12 ингредиентов и замена миски на фонтан – это шаги к тому, чтобы ваш кот не просто выживал, а процветал. Что вы добавите первым? Напишите название этого продукта в комментариях прямо сейчас. Если вы хотите, чтобы я составил полный недельный план ротации, какой ингредиент, в какой день и сколько, просто напишите слово «план». Хозяева, которые следуют такой ротации, получают не просто улучшение, их кошки преображаются. Мягкая шерсть, острый ум, спокойный желудок и крепкие суставы. Следующий прием пищи вашего кота – это ваша первая возможность изменить его жизнь. Не упустите ее.